Друзья, всем большой привет! В этом видео я хочу разобрать узор, которым связана вот такая летняя кофточка. Сама кофточка вяжется очень просто. Как вяжут такие кофточки, ссылку я оставлю. Друзья, перед вами схема узора. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 30 рядов. Провязав с 1 по 30 ряд, вы начинаете повторять схему вверх по вязанию, опять же с 1 по 30 ряд. Необходимое количество вам раз. Схема предназначена для кругового вязания. На схеме указаны и нечетные ряды и четные ряды. Нечетные ряды здесь обозначены цифрами. Четные ряды здесь имеются, но они цифрами не обозначены. При круговом вязании все ряды и четные, и нечетные вяжутся справа налево по условным обозначениям схемы, то есть по схеме. Если этот же узор вязать поворотным вязанием, то лицевые ряды вяжутся справа налево, это нечетные ряды, по схеме, по условным обозначениям схемы. А четные ряды, 4, 6, 8, 10 и последний 30 четный ряд при поворотном вязании вяжутся слева направо, наоборот, как указано в схеме. Допустим, вот второй четный изнаночный ряд. Вяжем по условным обозначениям наоборот. Вместо изнаночной петли вяжем лицевую, вместо лицевой петли вяжем изнаночную. То есть наоборот провязываем, так, чтобы получился узор рис, так как этот узор, это ромбы с узором рис. Раппорт узора в ряду состоит из 16 петель. Вот здесь указана скобка с цифрой 16. Но также здесь указаны петли симметрии. В начале ряда это 8 петель симметрии. И в конце ряда это 9 петель симметрии. Петли симметрии вяжутся только один раз. В начале ряда вяжутся 8 петель симметрии, потом повторяется раппорт из 16 петель, 16, 16, 16 и так далее. Нужное вам число раз по 16 петель. И в конце ряда один раз провязывается 9 петель симметрии в конце ряда. Какие условные обозначения на схеме указаны? Горизонтальные черточки – это изнаночные петли. Пустые квадратики – это лицевые петли. Кружочки – это накиды. Вот такой треугольник с наклоном вправо – это 2 петли вместе с наклоном вправо одной лицевой. Треугольник с наклоном влево – это 2 петли влево одной лицевой. Вместе 2 петли влево одной лицевой. Также здесь есть условное обозначение вот такой вот треугольник. В 15 ряду он встречается и в 29 ряду. Равнобедренный треугольник. Это 3 петли вместе одной лицевой с центральной петлей сверху. Надеюсь, по схеме вам все понятно. А сейчас давайте вместе свяжем образец такого узора. Схема кажется сложной, но я вам хочу показать, как можно быстро вязать по этой схеме. Для образца, для поворотного вязания я набрала 35 петель. Это один раппорт из 16 петель, плюс 8 петель симметрии в начале ряда, 24 петли, плюс 9 петель симметрии в конце ряда, 33 петли, и плюс 2 кромочные петли, которые на схеме не указаны, и провязала один базовый ряд всеми изнаночными петлями.
Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной. Это нужно для того, чтобы перейти на лицевую сторону работы. Базовый подготовительный ряд мы вяжем только один раз в начале узора. Если вы вяжете какую-либо планку или резинку в начале изделия, то базовый подготовительный ряд провязывать не нужно. Итак, первый ряд узора. Кромочную петлю снимаем и вяжем первый ряд справа налево по схеме. Лицевая изнаночная 1, лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 3, лицевая изнаночная 4. Вяжем блок из лицевая изнаночная 4 раза. Лицевая изнаночная 1, лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 3, лицевая изнаночная 4. И вяжем накид. Мы провязали петли симметрии в начале ряда. После них вешаем маркер, отделяем их маркером. Далее у нас идет раппорт узора из 16 петель. Вот такое обозначение: треугольник с наклоном влево. Это 2 петли вместе с наклоном влево мы должны провязать. Я провязываю их 2 петли вместе, одной лицевой за задние стенки. Вот так как я вяжу бабушкиным способом вязания. Если вы вяжете классическим способом вязания, сначала эти петли нужно развернуть. Для этого переснимаем их по очереди на правую спицу, захватывая их правой спицей за заднюю стенку, слева направо. Вводим правую спицу за заднюю стенку, слева направо и переснимаем 2 петли на правую спицу. Затем возвращаем их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так. Я же вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я эти 2 петли, не разворачивая, сразу провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Ввожу правую спицу внутрь этих 2 петель и провязываю их лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Такой наклон влево у нас получается. Далее идет блок лицевая изнаночная 1, лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 3, лицевая изнаночная 4, лицевая изнаночная 5, лицевая изнаночная 6, лицевая изнаночная 7. Провязываем блок лицевая изнаночная 1, лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 3, лицевая изнаночная 4, лицевая изнаночная 5, лицевая изнаночная 6, лицевая изнаночная 7. Далее идет накид. Делаем накид. Мы провязали раппорт узора. После раппорта вешаем маркер. У меня всего один раппорт узора в образце. Если у вас несколько раппортов, провязывайте их по очереди. Эти раппорты, начиная с 2 лицевых и потом 7 раз лицевая и изнаночная, а в конце накид. Вешаете маркер. И так провязываете каждый следующий раппорт по схеме и вешаете маркер после каждого раппорта. Столько раз, сколько вы набрали раппортов. После последнего раппорта вешаете маркер и провязываете в конце ряда
9 петель симметрии. Они провязываются только в конце каждого ряда. 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Я провязываю 2 петли вместе, одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее идет блок лицевая, изнаночная 1, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3. Провязываем. Лицевая, изнаночная 1, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3 и лицевая петля в конце ряда, кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Второй изнаночный ряд. Вяжем его слева направо, читая условное обозначение наоборот. То есть вместо изнаночной петли вяжем лицевую, а вместо лицевой петли тут пустой квадратик изнаночную. То есть видим изнаночную, вяжем лицевую. Видим лицевую, вяжем изнаночную. Кромочную петлю снимаем, то есть вяжем узором рис. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас в лицевом ряду была лицевая петля. Здесь она выглядит как изнаночная. Вяжем ее наоборот. То есть петли читаем наоборот. Видим изнаночную петлю. Вяжем лицевую. И так у нас получится до конца ряда лицевая, изнаночная. Вот здесь была лицевая, смотрится как лицевая петля. Мы вяжем наоборот изнаночную, то есть вяжем наоборот. Видим лицевую, вяжем изнаночную. Видим изнаночную петлю, вот она изнаночная, вяжем лицевую, то есть узором рис и так далее. Видим лицевую петлю, вот она лицевая петля у нас здесь, вяжем изнаночную. И так до конца ряда чередуем. Вот изнаночная петля, вяжем наоборот лицевую. До конца ряда получается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так чередуем до конца ряда. Маркер переснимаем. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Опять видите, у нас здесь лицевая петля, вяжем изнаночную, то есть наоборот. Видим лицевую, вяжем изнаночную. Видим изнаночную петлю, вяжем лицевую. И так до конца у нас будет чередоваться лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот вместо лицевой наоборот вяжем изнаночную, то есть узором рис и так далее. Лицевая, изнаночная, чередуются до конца ряда. Лицевая, изнаночная. Накид мы провязали лицевой петлей за переднюю стенку. Лицевая. Вот. Вместо здесь лицевую видим, вяжем изнаночную. Лицевая. Все очень просто. То есть вяжем наоборот петлю, которую видим. Маркер переснимаем. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Далее у нас идет лицевая, вяжем ее изнаночной, то есть наоборот. Изнаночную вяжем лицевой, то есть узором рис. Лицевая, опять изнаночная. Вместо изнаночной вяжем лицевую, вместо лицевой изнаночную, лицевая,
изнаночная, лицевая, кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Вяжем по схеме справа налево. Кромочную петлю снимаем. И далее вяжем блок изнаночная лицевая 1, изнаночная лицевая 2, изнаночная лицевая 3. Провязываем. Изнаночная лицевая 1, изнаночная лицевая 2, изнаночная лицевая 3. Лицевая, значит, лицевая 3. Далее идет 2 петли вместе с наклоном вправо. Для того, чтобы провязать 2 петли вместе с наклоном вправо, так как я вяжу бабушкиным способом вязания, я должна эти 2 петли развернуть. Для этого я переснимаю их по очереди на правую спицу, захватывая сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Правой спицей захватываю петлю сзади работы за заднюю стенку слева направо и переснимаю ее на правую спицу. Затем возвращаю обе петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы, не разворачивая эти петли, сразу провязываете их 2 вместе одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Вот такой наклон вправо у нас получается. Далее идет накид, лицевая петля, накид. Делаем накид, провязываем лицевую петлю, делаем накид. Маркер переснимаем. Мы провязали петли симметрии. Далее идет 2 петли вместе с наклоном влево. Начинаем провязывать уже раппорт узора. 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Далее идет блок лицевая изнаночная 1, лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 3, лицевая изнаночная 4, лицевая изнаночная 5. Провязываем лицевая изнаночная 1, лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 3, лицевая изнаночная 4, лицевая изнаночная 5. Далее смотрим на схему. Провязали блок лицевая изнаночная 1, лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 3, лицевая изнаночная 4, лицевая изнаночная 5. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли, переснимая их по очереди на правую спицу, заводя правую спицу за заднюю стенку петли слева направо и возвращаем эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Такой красивый наклон вправо получается. Далее идет накид, лицевая, накид. Накид делаем, провязываем лицевую петлю,
Провязали лицевую петлю, маркер пересняли. Это был у нас раппорт узора. И уже далее делаем еще один накид. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет блок лицевая, изнаночная 1, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3. Провязываем лицевая, изнаночная 1, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3. Мы провязали после маркера петли симметрии и теперь провязываем кромочную петлю изнаночной бабушкиной в конце ряда. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. 4 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем и провязываем все петли наоборот. Видим лицевую, вяжем изнаночную, видим изнаночную, вяжем лицевую. Вот у нас петля смотрится как лицевая, провязываем ее изнаночной. Видим перед собой изнаночную петлю, вот она, изнаночная петля, провязываем лицевую. Далее видим лицевую петлю, провязываем наоборот, то есть узором рис, изнаночную петлю и так далее. Провязываем лицевая, изнаночная до конца ряда. Вяжем все петли наоборот. Лицевая, изнаночная. Накид провязываем лицевой за переднюю стенку. Маркер переснимаем. Далее у нас петля выглядит как изнаночная. Провязываем на ее месте лицевую. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Далее идет изнаночная петля, провязываем ее лицевой. Лицевую провязываем. Провязали лицевой. Далее петля выглядит как изнаночная. Провязываем ее лицевой, то есть наоборот. Лицевую петлю провязываем изнаночной. Далее видим изнаночную, провязываем лицевую. И так вяжем до конца ряда, провязывая все петли наоборот. Вместо лицевой вяжем изнаночную. Вместо изнаночной вяжем лицевую. До конца ряда. Лицевая, вяжем изнаночную петлю. Изнаночная, вяжем лицевую. Так провязываем до конца ряда. То есть схему читаем наоборот, вместо лицевой. Опять изнаночная. На схему можно не смотреть. Просто вяжем все петли, как узор рис. Видим изнаночную, вяжем лицевую. Вот здесь у нас изнаночная петля, вяжем лицевую. Накид провязываем лицевой петлей. Маркер переснимаем. Далее вяжем вместо изнаночной лицевую. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Далее у нас петля выглядит как изнаночная, вяжем лицевую. Далее опять петля выглядит как изнаночная, вяжем вместо нее наоборот лицевую, вместо лицевой. И так до конца ряда. Вместо лицевой изнаночную петлю, вместо изнаночной лицевую,
вместо лицевой, изнаночную вместо изнаночной, лицевую, то есть вяжем петли наоборот. Видим лицевую, вяжем изнаночную, видим изнаночную, вяжем лицевую. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязали 4-й ряд. Вот такие уже здесь у нас дырочки начинают вырисовываться, дырочки узора. Вот так уже начинает все красиво смотреться. Вот так. Дырочки ровные, аккуратные. Разворачиваем работу на лицевую сторону и вяжем по схеме 5-й лицевой ряд справа налево. Друзья, далее самостоятельно вяжите по схеме, как я уже показала, читая ряды лицевые справа налево. Вяжите их по узору, а изнаночные ряды вяжете слева направо наоборот, читая вот эти вот обозначения. Так, как я показала. Вяжите так до 15 ряда. А в 15 ряду мы встретимся, и я покажу вам, как провязывать 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Я довязала до 15 ряда. Вот так у меня получается. Уже вырисовывается узор ромбы. Накиды я пробовала провязывать и лицевой петлей в изнаночном ряду, и изнаночной петлей в изнаночном ряду. Если накиды провязывать в изнаночном ряду лицевой петлей, они получаются крупные, большие дырочки. Вот как здесь. А если накид провязывать изнаночной петлей в изнаночном ряду, дырочка получается вот такая, поменьше. Смотрите, как вам больше нравится. Провязываете накид или изнаночной петлей, дырочка будет поменьше, вот такая, или лицевой. Дырочки будут покрупнее. Итак, я довязала до 15 ряда и начала вязать 15 ряд по схеме, то есть по условным обозначениям схемы, и дошла до накида. Делаю накид, и далее у нас идет обозначение 3 петли вместе одной лицевой с центральной петлей сверху. То есть мы должны провязать вот эти 3 петли вместе с центральной лицевой петлей сверху. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вам нужно провязать их следующим образом. Переснимаете первые 2 петли, заводя правую спицу слева направо за передние стенки петель, и переснимаете эти 2 петли на правую спицу. И вы видите, что центральная петля оказалась впереди. Вот она, центральная петля. То есть она переместилась вперед. Затем вы 3-ю петлю провязываете изнаночной петлей классической и протягиваете ее через 2 вот эти переснятые петли. Заводите левую спицу в 2 переснятые петли и протягиваете через них 3-ю петлю. И получается 3 петли вместе с центральной петлей лицевой. Такая красивая косичка. Я же вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я буду провязывать эти 3 петли следующим образом. Здесь у нас был накид. Переснимаю 1-ю и 2-ю петли на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель. Затем крайнюю петлю с правой спицы я спускаю
А следующую петлю переснятую надеваю обратно на левую спицу. Затем возвращаю на левую спицу ту петлю, которую я спустила. Вот так у нас получилось. Центральная петля оказалась впереди. А теперь все 3 петли вместе. Здесь у нас 2 петли. Все 3 петли вместе провязываем одной петлей лицевой за задние стенки. То есть спицу вводим внутрь этих 3 петель и провязываем их вместе одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Вот такая красивая косичка у нас получается. И далее вяжем по схеме. Накид делаем. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. И так далее вяжете по схеме. Вот так у нас красиво все получается. То есть это получается, что у нас вверх ромбика мы провязали. Вот он здесь. Друзья, далее самостоятельно довязываете образец по схеме. Я схему показала, рассказала, как по ней вязать. Провязала с вами все условные обозначения. Я надеюсь, всем все было понятно. Если узор понравился, если вы хотите связать таким узором или кофточку, или маечку, или даже, может быть, кардиган, пожалуйста, поставьте лайки, напишите комментарий и подпишитесь те, кто еще не подписан на канал. Я желаю всем легких петелек, хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.